Привет, друзья! Меня зовут Геннадий, и я профессиональный декоратор. И в этом видео вы увидите мастер-класс, посвященный стилю лофт. Мы будем делать крутую, офигительную лофт-ржавчину из декоративных штукатурок ВГТ. Я вам покажу, как это сделать доступно, как это сможет повторить каждый. Я уже сделал вот такой предварительный сэмпл, он же образец, мне все нравится. У нас здесь будет трафаретная техника, и сейчас я покажу вам, как добиться такого же крутого результата, не имея никаких супер крутых художественных навыков. Ну что ж, друзья, теперь приступаем непосредственно к нанесению. Будем посмотреть. Погнали! Итак, друзья, в этом мастер-классе мы используем материалы ВГТ. Это фактурная штукатурка ВГТ Gallery. Я заколеровал ее вот так в предварительный такой темный цвет с помощью черного колера и карамельного колера. В принципе, это главное нам, чтобы на подложке был какой-то темный цвет. Можно просто черным колером его добиться. Вот у нас ржавчина номер 1, ржавчина номер 2, окись номер 1, окись номер 3 и темная черная патина. Это новая линейка ВГТ, эти материалы очень хорошо работают по ржавчине, и не нужно быть суперпрофессионалом, чтобы их наносить. Сейчас расскажу об этом поподробнее. Итак, друзья, в общем, в двух словах об этой патине. Пока я наношу первый слой декоративной штукатурки, первый слой, он как всегда не замысловатый, нам нужно просто перетянуть всю поверхность. Эта патина именно офигительно работает для имитации ржавчины. Вы наверняка знаете, что сейчас многие производители декоративных покрытий, они делают именно настоящую ржавчину, которую вы окисляете прямо, и она у вас на стене стареет, то есть она меняется даже со временем, и в итоге это не подконтрольный результат. То есть вы понимаете, вы, во-первых, делаете реально грязную ржавую поверхность у себя, а во-вторых, это вариант такой абсолютно неподконтрольный, когда вы не понимаете, что вообще будет там у вас за картина с этой ржавчиной с годами. Кому-то это нравится, но я все-таки в данном случае предпочитаю более рукотворный вариант, когда мы можем сделать и красиво, и так, чтобы она не пачкалась, там, не менялась со временем. Вот как мы сделали, все в наших руках, все зависит от нас. Этим очень хороши вот эта вот линия патины. Сейчас я вам покажу, как это делается. Это абсолютно несложно, да. Главное, что самое сложное, это то, что они сделали уже идеальные цвета, которые нужно просто нанести. Ну вот, друзья, и подошло время делать основную работу. Сейчас мы будем закладывать фактуру. Вот в таком шахматном порядке я хочу расположить наш трафаретик. Друзья, так как я профессионал, у меня такие трафареты очень часто под рукой оказываются. Но для тех, кто не может там заказать такой трафарет, у кого нету денег, он стоит в районе 3000. Эти трафареты можно сделать очень приближенные к такому же качеству своими руками. Если вы еще не смотрели мой предыдущий ролик, я там рассказываю, как с помощью подручных средств можно повторить такой трафарет своими руками. Смотрите, для тех, кто не смотрел этот ролик, обязательно гляньте его. Там все подробно расписано, рассказано, как и что делать. Я обязательно прикреплю ссылку на это видео в конце этого видео, чтобы вы могли просто кликнуть по экрану и перейти посмотреть, как сделать трафарет своими руками. В общем-то, я нанес профессиональный трафарет, придерживаю его. У него вообще вот эта вот ширина или высота, как ее назвать, наверное, высота, которую мы заполняем, 1 мм. Но сам размер вот этой крошки, которая в материале у нас находится в фактурной штукатурке ВГТ Gallery, она немножко поменьше. Поэтому фактура кладется таким достаточно интересным, не маленьким слоем. В принципе, вы видите, фактура держит материал хорошо, но за счет того, что толстый слой, соответственно, он долго будет сохнуть. Укладываем вот так вот, полностью заполняя трафарет, и тут же его снимаем. Трафарет многоразовый, потому что он из пластика. После того, как я сделал вот такие плиты, я решил, что, естественно, смотрится это все пусто, и нужно заполнить вот эти места. Сейчас я буду заполнять с помощью техники торцевания кельмы, то есть я наношу материал на торец кельмы и оттамповываю на вот эти места. Немножко стараюсь сначала подходить аккуратно вот к этим краям. Это самые такие деликатные места. Естественно, стараюсь ничего не задевать. Если что-то где-то у вас не очень ровно вы сделали сами трафареты, наклеили, то
последствий вот этой работы можно это все дело нивелировать. После того, как я отторцевал, я начинаю приглаживать. У нас получается некая карта мира. Ну, на самом деле сложно это назвать, наверное, картой мира, но что-то похожее. Я заполняю где-то на 70% каждую ячейку, и при этом стараюсь, чтобы у всего этого рисунка задавалась некая вертикальная направленность. Все-таки мне так кажется, что будет смотреться интереснее. Тут я решил продолжить нашу фактуру, чтобы сделать ее еще более интересной. Я взял и носиком кельмы начал процарапывать, продирать вот такие интересные узоры. Мне кажется, что с этими узорами фактура смотрится еще более живая, в ней еще появляется какая-то более художественная ценность, более серьезная. Вот так, я одну плитку оставляю нетронутой, где-то я поправил, чтобы так это смотрелось более ровно, а другие две плитки немножко покоцал. Таким образом у нас получается более интересная поверхность, более рельефная. Все-таки интересно, когда поверхность разная, а не монотонная. После чего я вернулся и носиком кельмы, опять же, держа кельму более грубо, практически, ну, под таким углом вы видите, да, начал процарапывать, после чего вот этот вот камешек начал взъерошиваться и начал получаться более грубый рисунок местами. Я это сделал, и теперь можно приступать к покраске. Уже все высохло, давайте красить. Итак, друзья, перед тем, как покрасить, все-таки пройдусь наждачной бумагой, взял 120-ку и вот так быстренько вжух прошелся, чтобы снять все то, что и так отлетит. Потому что слой толстый, поэтому там могут быть такие не очень хорошо держащиеся кусочки. В общем, беру для начала состав лессирующий Gallery матовый с эффектом чернения. Патина офигенская, вы видите, я наношу ее точно так же пазлом в разбежку, немножко придерживаясь вертикального направления, и вместе с ней использую сначала более темную ржавчину. Это ржавчина номер 2. Эмаль универсальная, матовая, коллекция декоратора Патина. Это я вам название прочитал, если что. Фирма ВГТ. В общем, друзья, вот так вот в разбежку делаю, и при этом я возвращаюсь на черное, чтобы немножко сгладить эти переходы. Вы видите, прямо по сырому я это делаю, не заморачиваюсь, и у нас получается все так аккуратненько, с переходиком с более темного на более светлое. После этого я беру более светлую ржавчину, которая называется ржавчина номер 1. И в данном случае я использую губку вот так вот. Наношу на губочку методом переворота нехитрого. И начинаю оттамповывать полностью просто всю поверхность, более-менее равномерно. Этой ржавчиной я оттамповываю. Если у вас нету такой губки, это все-таки более профессиональный инструмент. Можно взять обычную посудомоечную губку, только, знаете, такие цветные продаются. С одной стороны она такая гладенькая, с другой стороны более такая волосистая. Вот этой волосистой стороной можно сделать практически то же самое. После чего, не дожидаясь высыхания, я вот так прошел поливизатором, обычной водичкой смочил на распыление. Потом я взял зеленую окись меди номер 3, она называется. И этим цветом будьте аккуратны, друзья. Тут главное не испортить, потому что все-таки у нас должна быть ржавчина. И где-то там отдаленно она все-таки должна чуть-чуть зеленцой какой-то отдавать. Но главное, чтобы этот интенсивный зеленый цвет не брал на себя много внимания. Иначе у вас вся штукатурка будет какая-то зеленая, грязная. Я стараюсь все-таки, чтобы он как бы гармонично смотрелся. После чего я опять по сырому еще раз хорошенько водичкой все прохожу обильно. Мне все-таки нравится, когда цвета чуть-чуть перемешиваются между собой. И от эффекта вот такого стекания она смотрится более натурально, что ли. Блин, в сыром виде это вообще потрясающе. Вы посмотрите, это просто бомба. Продолжаем. Друзья, теперь продолжаем. Полностью высох тот слой. Я дал ему полностью высохнуть. Прошло примерно несколько часов, потому что там все было сильно увлажнено. И так как ржавчина это вообще такой процесс ну не многовековой, конечно, а многолетний, поэтому я прохожусь еще одним слоем. Я натамповал светлую рыжую ржавчину,
чуть-чуть уже гораздо меньше ее смочил, чуть-чуть добавил зеленцы, того сего. В общем-то, все то же самое, грубо говоря, сделал по второму разу, только с меньшим количеством воды, чтобы вот этих вот там пушечек, таких точечных ржавых мест было больше. Взял кисточкой темную патину, вот так намазал местами, это поможет нам усилить рельеф. И влажной губочкой опять это все дело растушевал. Таким образом черная в низины запала больше, и у нас такая более выраженная патина, которая именно подчеркивает рельеф, получилась. После этого мы берем окись меди номер 2 и используем технику сухой кисти. Я нанес на кисточку вот так об сухое полотенчико, полностью ее вытер, и после этого по верхушкам аккуратно прохожу, и таким образом у нас верхушки выделяются, как будто они такие более сильно окисленные. И опять же, это все играет на нашей фактуре, то есть наша фактура становится более выпуклая, более интересная и визуально более художественная ценность большая в ней появляется. По пустым местам я также сухой кистью слегка прошелся и решил сделать более акцентированные места. Просто пару мест, раз-раз, более влажные такие. То есть я взял, взболтал эту баночку и в крышку прямо попшикал водички. После этого нанес вот в 2 уголка и опять же водой все сбавил. Друзья, для вас очень интересная информация, потому что на эти материалы, которыми я пользовался в данном мастер-классе, у вас есть скидка 15%. Вы можете просто пройти в описание и посмотреть, то что там есть ссылка на то, где приобрести эти материалы, и также промокод на приятный бонус. Скидка 15%. Вот такая заветренная, застаренная лофт-ржавчина у нас получилась. Я еще по верхушечкам все-таки светло-рыжим прошелся, чтобы до конца дополнить картину. Не нужно тут особо навыков художественных, да, я тут заморочился, но на самом деле все можно сделать гораздо проще. Просто чередуйте эти материалы, они уже готовы к работе, и у вас все получится. Ну а с вами был, как всегда, я, Геннадий, ProDecor. Творческих вам успехов и хорошего настроения. Не забывайте ставить лайки, это очень помогает, чтобы видео продвигалось. И пишите комменты, что бы вы хотели увидеть, чего не хватает, каких мастер-классов. Мне будет интересно почитать, и я учту ваше мнение. На связи.